Так, снова здравствуйте, приветствую. Сейчас проведем эксперимент. Я сделаю одну позицию. Просто клей ПВА, столер ПВА и опилки. Вторую позицию добавим немного мела. Просто мел обогащенный, какой-то природный. Добавим немного мела. Вот он. И на третью позицию добавим мела побольше. Я побаиваюсь, что если мы заполним какую-то там впадинку вот этой шпаклевочкой, если заполним, если она будет выступать, то при ошкуривании, когда мы будем ее ошкуривать, если она будет тверже, чем само дерево, то мы будем вышкуривать дерево вокруг самой этой заделанной части. Вот. Так работает с гипсом, и так работать должно и здесь, по идее. Когда тверже, намного тверже, то заделав, получив где-то вот какой-то бугорок, мы будем вышкуривать, и будет вышкуриваться вокруг. А сам бугорок будет оставаться, потому что он плотнее и тверже. Вот этого я хочу избежать с помощью мела. Попробуем. Значит, делим на 3 части. Это будет у нас первая, это будет вторая плюс мел. И третья плюс мел, плюс мел. Влажная будет, пускай. Вода всегда нам пригодится. И в его составе тоже есть вода, по идее. Так. Дисперсия. Дисперсия ПВА, пластификатор, добавки, поливиниловый спирт. Все просто. Так. Вот у нас будет тут эта зона, где мы будем приготавливать. Может, его сболтать надо? Ну, попробуем сболтаем. А не сболтается ничего. Плотный. Так, чтобы на 3 раза хватило. Вот так сделаем. Теперь добавим опилочек. Ну, сколько-то. Попробуем так. Сейчас смешаем. Шпаклевки, особенно дешевые, у них в составе они акрил. Там акрил. А акрил это такой, это пластик, грубо говоря. Это полиматериал, то есть акрил. Естественно, что с живым материалом, с деревом он работать не хочет. И подходит он, ну, по моему мнению, он подходит, потому что все-таки работал, я им что-то там делал, где-то там подмазывал. Он подходит больше для чего-то неподвижного. Например, у вас какой-то элемент декора деревянный, панель какая-то. Вы заделали, да, и все. А вот дверь, когда оно там все движение, там, за счет упругости, за счет какой-то гибкости, которую сохранит вот этот вот. Разделим его на 3 части. Как-то. Вот так. Вот так. Даже. И возьмем сюда. Посмотрим. Это чистый. Вот мы зашпаклевали. Скажем, да? Вот мы зашпаклевали кое-что. Так, сюда добавим теперь мел. Сначала немножечко. Так, чуть-чуть. Немного мела. Вот так вот добавим. Смешаем. Может, придется клей подлить чуть-чуть. Будет нечестно, да? Эксперимент будет не очень-то верный. Но попробуем. Может, не надо будет ничего подливать. Он вязкий стал. Ну, мел, по идее, выхватывает воду. Нормально. Нормально. Половину возьмем. Вот так. Намажем сюда. Это с мелом. Намажем. Хорошенько размажем. Край не хочу трогать. Так. Это немного мела. Ну, сколько-то, какое-то количество. Ну, мы не претендуем на правильность, да, никоим образом. Я вообще не люблю слово правильно, неправильно. То есть правильно может быть относительно меня там, да, как-то субъективно правильно. Ну, не знаю. Вот так. Вот пористый, да, стал. Тут жидко, тут пористо. Хорошо. И еще немного мела добавим. Столько же. Вот так. Щепоточку. Вот так. Чуть-чуть. Вот так. Все. И теперь смешаем вот так. То есть мы ничего не меняли, кроме как добавили мел. Так, раз, берем и вот так накладываем.
А, запачкал. А я не хотел почему-то пачкать. Не хотелось так делать. Ладно. Ладно. Ну. Нет, это я был неправ немного. Это просто жидкость. Вода вышла наверх. Вот так. Вот так. Оставим такое видео. Скажем, мы зашпаклевали кое-что. Все. Прям сохнет быстро. Вязкие. Хорошо, кстати, накладывается. Так удобно вообще. Прям приятно. Вот так я оставлю. Все. А потом посмотрим на результат. Так. Прошло чуть меньше суток. Вот. Оно высохло. Я не думаю, что тут полностью все высохло. Вот здесь. Ну, не знаю. Сейчас будем пробовать разными способами. Так, попробуем сначала... Так, надо упор создать. Пробуем нажимать для начала. Вот так вот придавливать. Придавливается. Вот так делается. Вот так могу порезать. Пружинит. Вот. Острым пружинит. Вот. Проминается. Проминается немножко. Если надавливать. Может, не высохло. Не знаю. Сутки. Так, смотрим вот эту. Это вот где много мела. Вот где мела поменьше. Тоже подминается, но не так хорошо, как там. И не так пружинит. Может, не знаю, может вот здесь попробуем. Нет, точно, это мягче. Стопудово мягче. Вот такой же слой. Вот здесь мягче. Ну, здесь тонкий слой. Ну, здесь вообще, да. А ну-ка еще раз. Не знаю. Пробуем резать. Попробуем порезать теперь. Режется. Вот так вот сбоку. От себя надо, а то может скользнуть. Вот такими чешуйками можно срезать. Пробуем здесь резать. Это хуже режется. Мела меньше, хуже режется. Здесь легче. Легче режется, точно легче. Ну и здесь режется, тоже режется. Прям, видите, могу зарезать. Вот чешую прям зарезал. Ну-ка еще раз. Вот так, подрезал прям туда. Здесь попробую. Сложнее. Здесь попробую. Здесь легче. Вот. Отколол кусок. Хорошо, резать попробовали. Теперь будем наждачкой пробовать. Наждачкой номер 120. Мы ею, собственно, и будем обрабатывать в конце. Так, попробуем шкурить. Может, остается там, ну, вообще доля миллиметра, которая возвышается, но... О, вообще. В одно, нормально. Вот это будет вышкуриваться. То есть древесина плюс-минус вместе с ним идет. То есть поддается шкурке. Нормально. Сейчас здесь попробую. Хуже. Мягче идет. Ага. И подшкуривать древесину. Ага. Во-во. То, о чем я говорил. Мало мела. Вот здесь мало мела. И оно как будто, может, не высохло. Или наоборот, слишком вязкое. Вот, вышкуриваю древесину. Получилось углубление. Вот это хуже. Вот, пока идеально. Пробуем здесь. Ведь у нас не получится шкурить так, что мы будем четко шкурить только вот саму шпаклевку вот эту. Всяко ты залезешь на дерево. По-любому ты залезешь на дерево. И будет яма. Вот тут цепляет дерево. Цепляет. Как не делай, цепляет.
Я хотя нажимаю, вот прям вот сюда давлю, а сюда не давлю, но... На свет. Сейчас на свет попробую. Да, о, прекрасно видно. Вот. Я покручу, потому что мне непонятно, я не смотрю сейчас телефон. Вот видно, яму вышкурил. Есть ямка. Здесь смотрим, здесь вообще рытвина вообще. Вышкурил, перешкурил. А здесь плавно свел. Вот. 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 Свел плавно, получается. Больше мела надо. Пока так, пока такое мнение. 3 плюс мел у нас было, да? 3 плюс мел. Третье. 2 мела. Вот побольше мела. Надо побольше мела. Либо, если у нас какая-то там штука, там, не знаю, что-то подвижные детали, либо чего, можно как бы как оштукатурить. Сначала первично обработать чистой смесью ПВА и опилочки. Вот. А финальную доводку делать вот побольше мела. Посерединке ни о чем, короче. Побольше мела просто, и будет нормально. Финальная она зацепится, и все. Вот. Как-то так. То есть для себя я делаю вывод вот так финально, а предварительно вот какие-то крупные вещи заделать, чтобы там прям получше, потому что все-таки мел ослабляет. По-любому мел ослабляет вот эту вот связочку. Вот так. А кто-нибудь сделает для себя другой вывод, наверное. На этом все. Вот так, такой-то эксперимент.